Друзья, всем большой привет, с вами Лада, и в этом видео я отвечу на часто задаваемые мне вопросы по плетению из газет, а именно, что такое полая трубочка, на какую спицу лучше всего крутить трубочки, почему в некоторых случаях трубочки плохо окрашиваются, где взять спицу 1 мм, из чего ее можно сделать. Также отвечу на очень часто задаваемый вопрос о лаке. Какой лак наиболее безопасен для того, чтобы им покрыть плетеную корзиночку, которая будет контактировать с пищевыми продуктами. Так что, если вам эти вопросы и ответы на них интересны, то я приглашаю вас к просмотру. И да, в описании под видео я обязательно оставляю план этого видео по минутам, для того, чтобы вам было удобно посмотреть, на какой минуте я на какой вопрос отвечаю. Да, и перед тем, как начать отвечать на вопросы, в том числе и о трубочках, хочу сказать, что у меня на канале уже есть очень подробное видео о том, как я кручу газетные бумажные трубочки. Ссылочку на него я оставлю вот здесь вот. 3 быстрых и легких способа. Также у меня на канале есть очень подробное видео о том, где я рассказываю, какую бумагу лучше всего использовать для плетения, для кручения трубочек, какую лучше всего не использовать. Ссылочку на это видео здесь оставляю. Кто не смотрел эти видео, я советую посмотреть, очень много полезной и нужной информации. Итак, первый вопрос: какой длины у меня трубочки? Трубочки у меня в длину 29 сантиметров, плюс-минус полсантиметра. Кручу я их из полосок бумаги длиной 29 сантиметров, и большинство трубочек как раз таки получаются именно такой длины. Но я заметила вот что: если я кручу трубочки на спицу большего диаметра, у меня самая большая 2 мм, то такие трубочки у меня чуть длиннее самой полоски бумаги, где-то на полсантиметра получаются. Если я кручу трубочки на спицу 1,5 мм или 1 мм, то они получаются именно в длину самой полоски бумаги, 29 сантиметров. Следующий вопрос: на какую спицу лучше всего крутить трубочки? Однозначный ответ я на этот вопрос дать не могу, потому что все это индивидуально, все это относительно. Скажу лишь вот что. У меня из опыта работы была возможность крутить на 4 разных спицы. Это 2 мм, самая толстенькая спица у меня, 1,5 мм, самая моя любимая. Мне кажется, что на такую спицу очень легко крутить трубочки, и они хорошего качества такого получаются, из них очень легко плести. Далее спица 1 мм, я чуть позже расскажу, из чего я ее сделала. И далее вот еще имела возможность крутить трубочки на такую тоненькую спицу, это даже не 1 мм, а 0,8 где-то миллиметров. Это у меня спица, сделанная из прутика венчика. Но очень-очень неудобно, очень-очень сложно на такую тоненькую спицу крутить, так же как и на 1 мм. На 1 мм я приноровилась, где-то 3 недели привыкала, и вот как-то так пошло дело. Вот на эту тоненькую, конечно, но было очень сложно, и я от этой идеи отказалась. Мне легче всего крутить трубочки на спицу 1,5 мм. Как я уже сказала, мне такие трубочки нравятся, из них достаточно легко плести какие-то маленькие изделия, которые я просто обожаю плести. Для более больших изделий я, конечно, использую спицу 2 мм, но там и ширина полоски я беру больше, то есть 10 сантиметров, 11. Это вот такие изделия, как катадомик какой-нибудь, корзина для белья и так далее, и так далее. По качеству я не скажу, что трубочки все плохие, например, получаются, когда мы их крутим на спицу большего диаметра. Они получаются чуть более полые, да. Вот из этого исходит следующий вопрос, да, что такое полая трубочка? Это та трубочка, которая очень легко сминается. Ну вот, например, если мы берем стандартную ширину полоски, там 8 сантиметров, допустим, и крутим на спицу 2 мм, то такая трубочка полая считается. То есть она легко сминается, и при плетении у нее появляются такие вот заломы. Можно сказать, такие трубочки называют еще мятые трубочки. Вот, но я бы не сказала, что эти трубочки плохие. Эти трубочки неплохие, я видела изделия, сплетенные из этих трубочек, и они также аккуратненько, хорошо смотрелись. Просто не у всех есть возможность, например, приобрести спицу более тонкого диаметра, да. Трубочки на такие спицы получаются чуть более качественные. На мой взгляд, они очень похожи на саму лозу, которая достаточно такая объемная, да. Такая трубочка сложно сминается. В
плетение она объемная, она не мнется. Вот, плести из таких трубочек тоже очень интересно. Мне нравятся трубочки сплетенные, скрученные на спицу 1,5 мм, как я уже сказала, да, они, конечно, немного сминаются, да, но не такие полые кажутся. Вот, если мы даже посмотрим в разрезе на эти трубочки, то есть самая такая полая трубочка это левая. Сейчас фокус камера поймает. Так, вроде поймала. Итак, самая левая трубочка из них это самая полая, да, посмотрите, сколько внутри расстояния, какой большой диаметр, полость, да, широкая очень. Она скручена на спицу 2 мм, очень легко мнется, посмотрите, да, на ее состояние, очень легко ее смять. А далее идет трубочка, скрученная на спицу 1,5 мм, уже чуть поменьше внутри полость, да, она также сминается, но уже не так легко. И вот эта трубочка у меня самая крайняя правая, она скручена на спицу 1 мм, и ее уже сложно смять, потому что там внутри полость у нее достаточно маленького диаметра, да, вот, и такие трубочки считаются более качественные в плетении, и к этому стремится каждый плетельщик, на мой взгляд. Хотя я говорю, что на мой взгляд, например, я не считаю никакую трубочку плохой, даже вот это вот, потому что из любой трубочки можно что-то хорошенькое, интересное сплести. Говоря о качестве трубочек, хочу добавить следующее. Не все зависит и от спицы, на которую вы крутите, от ширины полоски. Также очень многое зависит и от качества бумаги, которую вы берете для трубочек, от ее плотности. Поэтому мой такой совет – это экспериментируйте. Нарежьте вашу бумагу на полоски разной ширины, скрутите трубочки, посмотрите, какие трубочки получаются по качеству. Например, легко ли они сминаются при разной ширине полосок и так далее, и так далее. И найдите для себя свой оптимальный вариант трубочек, из которых вам будет очень легко и очень комфортно плести. И тем не менее, чтобы эти трубочки также выглядели хорошо при плетении, то есть не мялись очень сильно, да, и не было очень таких сильных заломов. Следующий вопрос. Почему трубочки в некоторых случаях окрашиваются очень плохо, в особенности водными морилками? Я расскажу о тех причинах, с которыми сталкивалась в свое время я. Первая из этих причин – это некачественная морилка, либо дешевая, там пигмент настолько разбавлен, что просто не дает какого-либо оттенка, либо морилка очень долго лежала на прилавках строительного магазина, что достаточно часто случается. Такая морилка имеет уже осадок, она неравномерно окрашивает не только дерево, но и трубочки. Я, когда беру морилку, всегда смотрю на срок годности, потому что бывает так, что морилка продается просроченной, очень часто у нас особенно. Вот, поэтому обязательно смотрите на эти циферки. Следующая причина, с которой можно столкнуться, это качество бумаги. Например, глянцевая бумага, она также очень плохо окрашивается водными морилками. Морилка просто очень плохо проникает в структуру глянцевой трубочки. И такая трубочка, она окрашивается либо какими-то точками, либо разводами, в общем, очень-очень плохо. Но бывает так, что реально очень сложно определить, глянцевая бумага или не глянцевая. То есть бывает такая бумага, например, вот у меня есть, она вроде бы, она блестит, да, есть бумага вообще, которая блеск минимальный, но тоже считается глянцевой. Вот здесь, например, бумага немного блестит, здесь очень сильно блестит, то есть тут очень такой в процентном соотношении глянец высокий. Это, например, потребительская бумага, тут глянца вообще нет, вот она очень хорошо подходит и она очень хорошо окрашивается. Например, вы, если посомневаетесь и думаете, какая же у вас бумага, я могу предложить вам вот такой эксперимент. Просто на бумагу попрыскать из пульверизатора и посмотреть, какая бумага быстрее всего впитает воду. Вот, допустим, вот эта потребительская, смотрите, она сразу же впитала. Вот эта вот глянцевая, посмотрите, капельки на ней остались, и если я вот так вот вытру, то с этой бумагой ничего не случится. Эта бумага глянцевая, она будет плохо окрашиваться, если из нее плести, крутить трубочки. Эта бумага,
Ну, тоже, посмотрите, она глянцевая, и, в принципе, вода на ней задерживается, не впитывается, да, поэтому ее очень легко протереть, например, ничего с ней не будет. Вот такой небольшой эксперимент, так что если вы, например, сомневаетесь в качестве вашей бумаги, в виде бумаги, да, проведите с ней вот такой вот небольшой эксперимент, посмотрите. Если бумага очень хорошо впитывает воду и сразу же, да, практически, то она считается газетной, потребительской, не глянцевой, и такая бумага очень хорошо окрашивается. И последняя из причин, с которой столкнулась я по этому вопросу, это не очень качественная бумага, либо долго лежавшая бумага. У меня были старые газеты, которые очень долго лежали в свое время, и квартира такая сухая, жаркая. В общем, они состарились, из них трубочки получались не очень качественные, они ломались очень сильно, и такая бумага, такие трубочки очень плохо прокрашивались, особенно водными морилками. То есть еще колерами их как-то можно было закрасить, но они становились очень жесткие, ломкие, то водная морилка их плохо брала, прокрашивались они неравномерно, где-то давали желтизну, поэтому внимательно смотрите на то, где хранится у вас бумага, сколько у вас хранится бумага, обеспечьте ей правильное хранение, чтобы не было слишком такой большой сухости в квартире, да, все-таки чтобы влажность была, вот, на это тоже стоит обратить внимание. Теперь к вопросу о спицах. Где взять спицу 1 мм или из чего ее можно сделать? Считается, что такая спица очень хорошо подходит для кручения трубочек, она просто идеальна, и трубочки получаются хорошенькие, качественные. Я убедилась на своем опыте, действительно шикарные трубочки получаются, из них плести одно удовольствие, они достаточно аккуратно смотрятся в плетении. Но в свое время, когда я задалась вопросом, где же достать спицу 1 мм, я посмотрела, что и она не продается вообще нигде. Мне ответили, что таких спиц уже не производят, поэтому нужно как-то выкручиваться. У меня, например, был венчик для взбивания яиц, и я взяла вот такой вот прутик от него. Какое-то время крутила на этот прутик, но оказалось, что диаметр этого прутика где-то 0,8 мм. Очень-очень тоненький, крутить на самом деле просто одно мучение было. Потому что до этого я крутила на спицу 1,5 мм, на нее очень легко крутятся трубочки. Вот, и я задалась вопросом в группе по плетению ВКонтакте. Я увидела информацию, что девочки делают такие спицы из тросиков автомобильных. И я приобрела себе вот такой автомобильный тросик. Он у меня, конечно, завязан узлом, но он не помещается просто в камеру, он очень длинный. Длина у этого тросика где-то 1 метр, 1,5 метра где-то. Вот, он продается в любом магазине автозапчастей. Он так и называется, автомобильный тросик для капота ВАЗ. По диаметру он идеально подходит под нашу спицу, то есть диаметр у этого тросика 1 мм. Из него можно сделать, мне кажется, что 2 спицы. Вот эта спица у меня сантиметров 35 в длину, 37. И здесь еще одна получится. Она очень хорошо выпрямляется. Конечно, у меня выпрямлена она не идеально, то есть, видите, небольшой процент изогнутости есть, но она очень хорошо выпрямляется, тем не менее. То есть, вот смотрите, вот это вот убираем. Это оболочка, можно сказать, у этого тросика. И вот такая вот спица у нас появляется. Оболочку можно вообще убрать. Можно, кстати, эту оболочку использовать для ручек, наверное, потому что она очень хорошо гнется, такая достаточно крепенькая. Вот, ну и что внутри? Вот такая вот проволока. Она гибкая, то есть ее можно выпрямить. Конечно, не так вот легко прям, да, легко, но можно выпрямить. То есть у меня это заняло буквально полчасика, я выпрямила все, и у меня получилась вот такая вот спица, на которую сейчас кручу трубочки. Она идеальная, то есть 1 мм. Конечно, на нее нужно приноровиться крутить. У меня ушло где-то недели 3, чтобы я привыкла на нее крутить и выдерживала правильный угол при кручении, но тем не менее все-таки выход есть всегда. Вот, например, такой автомобильный тросик в магазинах автозапчастей можете приобрести и делать такую спицу. И когда на нее крутишь, она вроде бы, видите, гибкая, но тем не менее она не сгибается. То есть, когда на нее крутишь, она выдерживает вот эту жесткость. В общем, очень идеальный вариант.
Кстати, еще очень часто задают вопрос, а как узнать, какого диаметра у меня спица. Например, вот есть спицы, где уже обозначен диаметр, вот, например, 2 миллиметра, я знаю точно, что это спица 2 миллиметра. А есть вот такие спицы, например, как эта, мне она досталась от мамы с советских времен, у нее в закромах валялась. Тут вообще неизвестен диаметр, я долгое время считала, что это спица там 1,7 где-то в диаметре, может быть и 2 миллиметра, пока у меня вот это не появилось, и я поняла, что как-то поменьше все будет это все смотреться. Вот. Ну и также, да, как вот узнать диаметр вот у этих прутиков или вот у этого тросика. Все очень просто. Я нашла в интернете очень легкий способ. То есть, смотрите, есть способ как? Просто по линейке вы смотрите, там как-то приглядываетесь, примеряетесь и вроде бы приблизительно узнаете. А этот способ дает прям четкое измерение диаметра спицы. Вы просто спицей протыкаете полоску бумаги, ну лучше, чтобы бумага была тоненькой, вытаскиваете, и вот то отверстие, которое у вас получилось, диаметр его, вы измеряете линеечкой. Вот, например, у меня вот такой диаметр получился, да, беру линеечку, измеряю, у меня получается ровно 1,5 миллиметра. На камеру, наверное, это не видно, но без камеры вот все точно ровно. Если я возьму вот мою спицу самодельную 1 миллиметр и, например, проткну рядом, то получится у нас отверстие чуть-чуть поменьше, да. Вот, и если мы линейкой измерим, ровно 1 миллиметр будет. Ну и отвечу на последний вопрос, который мне очень часто тоже задают про лак, а именно, так ли вреден тот лак, которым мы покрываем плетеные корзиночки, а именно в основном это акриловый лак на водной основе, иногда это паркетный строительный лак на водной основе, некоторые покрывают свои корзиночки яхтным лаком. И какой лак наиболее всего безопасен для покрытия тех плетеночек, которые у нас будут в будущем соприкасаться с пищевыми продуктами? Я внимательно изучила информацию по данному вопросу в интернете и скажу честно, что конкретного ответа на этот вопрос я не нашла. Но вот что я узнала. Действительно существует специальный пищевой лак, которым покрывают посуду, которая контактирует с пищевыми продуктами, чашки, блюдца, салфетницы и так далее, и так далее. Но он используется только в промышленности, потому что его нанесение подразумевает последующий обжиг в печи при очень высокой температуре. И по понятным причинам использование такого лака в домашних условиях просто невозможно. Ну а если рассматривать тот лак, который у нас есть в наличии, например, тот же самый акриловый лак на водной основе, паркетный, строительный, то лучше всего, как я нашла в интернете, опять же, использовать глянцевые лаки, в крайнем случае это полуглянцевые лаки на водной основе. Матовые лаки лучше всего для этих целей не использовать, так как они содержат не очень безопасные смеси в составе, которые могут вызывать аллергию или какие-то другие не очень приятные последствия. Яхтные лаки для плетеночек, которые будут контактировать с пищевыми продуктами, я советую не использовать. И вообще лучше всего не использовать лаки не на водной основе для этих целей. Например, что делаю я? Вот у меня сплетена корзиночка, в которую я буду в последующем класть печенюшки, пирожки, хлеб, конфетки. Я ее покрываю лаком. У меня паркетный лак на водной основе с гипоаллергенной формулой. Он мне очень нравится. И я беру салфеточку, выкладываю ее вот таким вот образом, и на нее уже кладу печенюшки, пирожки, что у меня будет. Такой способ использования корзиночек для пищевых продуктов я считаю очень безопасным. Также можно использовать и хлебницу, выложить салфеточку на поднос и на нее уже положить хлеб, закрыть и ничего не бояться. Я надеюсь, что в этом видео вы нашли для себя ответы на интересующие вас вопросы. Если у вас остались вопросы, то пишите мне их в комментариях под видео, я на все отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. И желаю всем вдохновения, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!